Мы рады приветствовать вас на нашем канале «Доктор Здоровья». Сегодняшняя тема– одна из самых болезненных и в то же время замалчиваемых. Когда человек смотрит в зеркало и вдруг замечает, что кожа больше не держит форму, не светится, не возвращается назад после прикосновения, это пугает. Я видел это много раз у мужчин, у женщин, у людей после 40 и даже после 30. И почти всегда звучит один и тот же вопрос – почему это случилось так рано? Прежде чем идти дальше, поддержите это видео лайком и подпишитесь на канал. Так вы не пропустите самое важное, потому что ближе к концу я расскажу о причине, о которой почти никто не говорит, но именно она запускает дряблость кожи изнутри. В документальных исследованиях старения кожи есть один неудобный факт. Кремы работают лишь на поверхности. Настоящая упругость рождается глубже, там, где формируется коллаген, эластин и питание клеток. Когда этот процесс нарушается, кожа словно сдается. Она становится тонкой, вялой, теряет контур. И здесь важно понять, это не косметическая проблема, а системный сигнал организма. Именно поэтому народные средства и простые упражнения иногда дают эффект сильнее дорогих процедур. Они действуют изнутри. Уже через несколько минут я покажу, как мягко запустить этот процесс. Если тема откликается, поставьте лайк прямо сейчас. Это помогает каналу «Доктор Здоровья» продолжать такие расследования. Первая причина дряблой кожи – скрытое обезвоживание тканей. Речь не о том, сколько воды человек пьет, а о том, сколько воды реально доходит до клеток. Народная практика здесь удивительно точна. Утром натощак стакан теплой воды с половиной чайной ложки меда и несколькими каплями лимонного сока. Принимать медленно, маленькими глотками. Курс 21 день. Это не омоложение за ночь, а восстановление внутренней среды. Именно с этого шага начинается возвращение упругости. Но есть еще один компонент, без которого кожа не откликнется, и о нем редко говорят вслух. Вторая причина – застой кровообращения в области лица и шеи. Даже при правильном питании кожа может голодать. Простое упражнение, которое используют в восточной восстановительной практике – медленные наклоны головы вперед и назад, затем в стороны. По 7 раз в каждую сторону, без резких движений. Затем легкое постукивание подушечками пальцев по шее и нижней челюсти в течение 1 минуты. Делать ежедневно. Это не гимнастика ради формы, это сигнал сосудам проснуться. И именно здесь многие впервые замечают, что кожа начинает оживать. Но есть третий фактор, самый коварный. Он разрушает коллаген быстрее возраста и солнца. Его не видно в анализах, о нем редко предупреждают, но именно он делает кожу дряблой даже у тех, кто ухаживает за собой. В следующем блоке я подробно разберу этот механизм и покажу простой народный рецепт, который использовали еще до появления антивозрастной индустрии. Если вы еще не подписались, сделайте это сейчас и обязательно напишите в комментариях, замечали ли вы потерю упругости кожи внезапно. Это важно для понимания общей картины. Третий фактор, о котором я начал говорить, это хроническое внутреннее воспаление низкой интенсивности. Оно не болит, не повышает температуру, но день за днем разрушает волокна коллагена. Чаще всего его запускает избыток сахара и рафинированной пищи. Именно поэтому кожа может выглядеть уставшей даже у стройного человека. Народная практика предлагает мягкий, но действенный способ снижения такого воспаления. Рецепт прост. Куркума на кончике ножа, половина чайной ложки меда и стакан теплой воды. Принимать вечером за час до сна. Курсом 14 дней. Это не панацея, но важный шаг к тому, чтобы кожа снова начала держать форму. Четвертая причина дряблой кожи – дефицит строительного материала. Коллаген не появляется из воздуха. Для его синтеза организму нужен белок и витамин С. В народной системе восстановления часто используют отвар шиповника. 2 столовые ложки сухих плодов залить литром горячей, но не кипящей воды, настоять в термосе 6-8 часов. Пить по половине стакана 2 раза в день после еды.
Уже через 2-3 недели многие отмечают, что кожа становится плотнее на ощупь. И сейчас важный момент. Если вы хотите понять, почему у одних это работает, а у других нет, досмотрите видео до конца. Есть еще один недооцененный элемент – мышцы лица и шеи. Кожа не существует отдельно от них. Когда мышцы ослаблены, кожа провисает, даже если она хорошо увлажнена. Простое упражнение. Сядьте ровно, слегка приподнимите подбородок и медленно произносите звук «и», затем «о», сильно растягивая губы. Повторить 10 раз. Затем упражнение сопротивления. Ладонь под подбородок, рот медленно открывается, рука слегка давит вверх. 8 повторов. Делать ежедневно. Это занимает меньше 5 минут, но эффект накопительный и глубокий. На этом этапе многие совершают ошибку. Они ждут мгновенного результата и бросают. Но кожа – это орган, который реагирует постепенно. В документальных наблюдениях видно, первые изменения появляются не в зеркале, а в ощущениях. Кожа становится теплее, плотнее, появляется чувство наполненности. Именно поэтому я всегда говорю, важно не только что вы делаете, но и как долго. Поддержите это видео лайком, если хотите больше таких честных разборов, и напишите в комментариях, какие методы вы уже пробовали. Это помогает другим зрителям не чувствовать себя одинокими. И, наконец, то, что связывает все воедино – режим восстановления. Сон до 23:00, затемнение комнаты, отказ от экрана за час до сна. Это звучит банально, но именно ночью вырабатываются гормоны, отвечающие за обновление кожи. Ни один крем не заменит этот процесс. В следующей части я расскажу о простом вечернем народном ритуале, который усиливает ночное омоложение и помогает коже запомнить упругость. Обязательно оставайтесь до конца и подпишитесь на канал «Доктор Здоровья», чтобы не потерять эту информацию. Вечерний народный ритуал, о котором редко говорят вслух, начинается с простого – снятия дневного напряжения. Когда организм зажат, кожа тоже остается в спазме. Перед сном полезно теплое обтирание. Полотенце смочить в теплой воде, слегка отжать и мягко пройтись по лицу, шее и зоне декольте в течение 1 минуты. Затем несколько глубоких вдохов через нос. Это не уход, а сигнал нервной системе. Можно восстанавливаться. Именно после таких простых действий кожа лучше реагирует на внутренние процессы омоложения, о которых почти не говорят в рекламе. Следующий элемент – питание кожи изнутри ночью. В народной практике используют теплое молоко с мускатным орехом. На стакан теплого молока буквально щепотка мускатного ореха. Принимать за 30-40 минут до сна, не чаще 2-3 раз в неделю. Этот напиток не омолаживает напрямую, но улучшает качество сна, а значит, усиливает ночную регенерацию кожи. В документальных наблюдениях именно качество сна отличает людей с плотной кожей от тех, у кого она теряет упругость преждевременно. Важно понимать, омоложение – это не борьба с возрастом, а возвращение естественных процессов. Когда человек перестает мешать организму восстанавливаться, кожа отвечает быстро. Уже на этом этапе многие замечают, что лицо утром выглядит не таким уставшим, а кожа более собранной. Если вы ловите себя на мысли, что информация полезна, поставьте лайк и подпишитесь на канал прямо сейчас. Впереди ключевой момент – ошибка, из-за которой все предыдущие шаги могут не сработать. Эта ошибка – перегруз. Желание сделать все сразу – упражнения, рецепты, процедуры, добавки – организм воспринимает это как стресс. Восстановление кожи требует ритма. Выберите 2-3 метода и соблюдайте их минимум 21 день. В народной системе считается, что именно за этот срок тело принимает изменения. Если вы замечали, что начинали и бросали, вы не одиноки. Именно поэтому я рассказываю не о чудесах, а о последовательности. И сейчас мы подходим к самому важному выводу. Упругость кожи – это отражение внутреннего состояния. Ни возраста, ни генетики, ни стоимости ухода. Когда восстанавливается кровоток, снижается воспаление и появляется ресурс для обновления. Кожа меняется. В последней части я подведу итог и дам простой ориентир, по которому вы сможете понять, что идете в правильном направлении.
Оставайтесь до конца. Обязательно подпишитесь на канал «Доктор Здоровья» и напишите в комментариях, с какого шага вы готовы начать уже сегодня. Есть простой ориентир, по которому можно понять, процесс запущен правильно или нет. Это не зеркало, это ощущение кожи при умывании. Когда упругость начинает возвращаться, кожа словно держит воду, становится плотнее под пальцами, быстрее восстанавливается после прикосновения. Именно это первый объективный признак внутреннего омоложения. Не ждите мгновенных чудес, но если через 10-14 дней появляются такие ощущения, вы движетесь в верном направлении. Именно так работают естественные механизмы, а не агрессивные вмешательства. Отдельно скажу о питании днем. Народная практика советует включать продукты, которые питают кожу незаметно, но глубоко. Например, льняное семя. 1 чайная ложка молотого семени утром, добавлять в кашу или йогурт. Запивать водой. Курс 30 дней. Это источник жирных кислот, необходимых для эластичности кожи. Не больше. Важно соблюдать дозировку. Здесь работает не количество, а регулярность. И именно такие простые вещи чаще всего дают самый устойчивый результат. Важно помнить, кожа всегда смотрит на состояние кишечника. При застое и нарушении микрофлоры упругость теряется быстрее. Мягкое народное средство – кефир с корицей. На стакан кефира – щепотка корицы. Пить вечером 2-3 раза в неделю. Это не очищение в агрессивном смысле, а поддержка баланса. Когда внутренние процессы налаживаются, кожа перестает быть индикатором перегрузки и начинает восстанавливаться сама. И вот главный вывод, к которому я хочу подвести. Омоложение изнутри – это не курс и не марафон. Это возвращение к естественным ритмам тела. Сон, движение, питание, спокойствие нервной системы. Кожа всегда откликается на это первой. Если вы досмотрели до этого момента, значит тема для вас действительно важна. Поддержите видео лайком, подпишитесь на канал «Доктор Здоровья» и обязательно поделитесь этим роликом с теми, кому эта информация может быть полезна. Я благодарю вас за внимание и за доверие. В этом видео мы разобрали не поверхностный уход, а причины и решения, которые работают глубже. Если хотите продолжения в таком формате, напишите в комментариях, какие темы волнуют вас больше всего. Кожа, суставы, сосуды, энергия или сон. Поставьте лайк, подпишитесь на канал «Доктор Здоровья» и помните, когда организм получает правильные условия, он умеет восстанавливаться лучше, чем мы привыкли думать. До новых встреч!